Приветствую на канале. В этом видео хочу показать одну такую очень хорошую подкормку для рассады. Это у нас будет подкормка из дрожжей. Я буду использовать сухие дрожжи в этот раз. Для этого нам понадобится литр воды, 0,2-0,3 грамма сухих дрожжей. Вот как можно видеть, например, в крышечке. Это приблизительно вот такое количество. Значит, как приготовить? Насыпаем дрожжи. Вода должна быть у нас приблизительно 30 градусов. И также немножко сахара на кончике ложки. Все, теперь это сейчас перемешаю. После чего оно должно постоять у нас 2-3 часа. И дальше поливаем наши перцы. Перед тем, как поливать перцы удобрением из дрожжей, нужно пролить вначале обычной водой. Дрожжи у нас хорошо влияют на корневую систему растений, стимулируя ее. Также дрожжи у нас способствуют разложению органических веществ в почве, что в принципе и приводит к росту наших растений. Перчики уже сформировали 2 настоящих листика, следующую пару начинают тоже потихоньку образовывать. Где-то больше, где-то меньше. Вот приблизительно, когда уже появляется первая пара и вторая, я в это время делаю подкормку дрожжами. Вот так можно видеть, потихоньку перчики растут. В этом году рассада немножко отстает по темпам роста. Это связывается с тем, что я использовал кокосовый субстрат. Мне совершенно не понравилось. С торфом получается намного лучше. Поэтому сейчас немножко разгоним нашу рассаду. Я думаю, в принципе, чуть позже она у нас нормально разовьется. Что могу сказать по поводу дрожжей? Дрожжи у нас работают 100%, я уже замечал. Сами перчики становятся пободрее. Ну и в принципе вся рассада, не только перцы. Также перцы я перенес в вот такой бокс. Тут у меня фольга. Ну, в принципе, он сам белый. Тут у меня освещение повышается приблизительно в 2 раза. Лампы стоят без цоколей. И где-то получается тут в районе 8000 люкс. То есть здесь рассада будет развиваться получше. Также в прошлых видео я показывал, что хотел произвести опыт с яичными лотками, вот такими бумажными. Что могу сказать? Мне вообще не понравился результат, потому что у нас стенки из бумаги, и это все очень быстро высыхает. То есть буквально 1 день пропускаешь, и получается вот такой сухой субстрат. То есть уже должны были повылазить перцы, но, как видим, ничего нету. То есть, кто будет садить, не садите. Не получается здесь выращивать рассаду. Просто пересыхает из-за того, что все стенки у нас из этой же бумаги. Вот такой получился результат. То есть я смотрю, семена найти не могу, но они даже бы, если и начали расти, они просто позасыхали. То есть очень все это быстро пересыхает. Мне не понравилось. Там писали комментарии, что это будет цвести. Ну, цвели я конкретно не заметил. Тут не видно. Но в другом проблема. Все это сохнет. То есть этот вариант не подходит у нас. В кассете, если все растет нормально, как можно видеть, маленькие посаженные недавно, то они проклевываются и растут потихоньку. То здесь у нас ничего нету. Так, и теперь дрожжи перемешать нужно. Вот такая вот у нас получается мутная водичка слегка. Все, теперь отправляем в темное место на 2-3 часа. Я подготовил еще один раствор, так как у меня еще есть взрослые перцы. И сейчас покажу, сколько я поливаю под каждый кустик. И вот уже таким раствором поливаем. Дрожжи нужно обязательно настаивать, для того, чтобы у нас сам штамм дрожжей развился и была большая культура. То есть и теперь поливаем. Пока маленькие перчики. Вот такого небольшого количества достаточно. То есть вначале водой, потом с дрожжами, удобрением. И так поливаю всю рассаду. Можно поливать и взрослые перцы, и помидоры, и баклажаны, и томаты. Особенно хорошо работает на огурцах дрожжевая подкормка.
Там потом ящиками собираешь огурцы. То есть используйте. Дрожжи реально работают. На этом, друзья, у меня все. Из последних новостей, собственно, больше ничего нового. Пересадил большой объем. Сейчас перец будет развивать больше корневую систему. И потом за ней будет наращивать листики, листовой аппарат. Все, друзья, до свидания. Всем, кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до свидания и всего доброго.